Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем вязать шопер из крученой рафии. Вот такая рафия в моточке. Здесь 200 метров. По весу она очень легкая. Все реквизиты, где я ее покупала на Wildberries. Очень удобно, что она в моточке, а не в пасме. Просто вот отсюда изнутри берем ниточку, да, и вяжем. В описании оставлю артикул, то есть ее можно будет купить на Wildberries. Еще у меня вот такие вот кожаные специальные два ремешка. Смотрите. Вот это 60 сантиметров рабочая зона, а вот этот ремешок у нас будет спускаться по сумочке. Второй ремешок точно такой же. Мне это индивидуальный пошив, это натуральная кожа. Опять же, я оставлю реквизиты, где я это делала. Они находятся в Беларуси, но они также отправляют посылки и в Россию через ДЭК. Итак, для работы еще понадобится крючок номер 3. Итак, приступаем. Итак, донышко моего шопера это будет большой круг. Сейчас покажу, каким узором мы его будем вязать. Так, делаем колечко. Провязали первую петельку. Кроме этой первой провязываем еще 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, стягиваем наше кольцо. Итак, в кольцо мы провязали 8 столбиков по правилу идеального круга. Каждый ряд мы будем увеличивать на 8 столбиков. То есть во втором ряду у нас будет уже их 16. Но мы круг будем вязать определенным узором. Чем-то похожим на полупаркет, но немножко другой. Узор, который идеально подходит для крученой рафии. Вязать будем не закрывая каждый ряд, то есть будем вязать по спирали, поэтому нам нужен маркер. Смотрите, то есть под каждую косичку сейчас нам надо провязать 2 столбика. Смотрите, под первую косичку провязываем сначала столбик без накида, все, только первый. Далее у нас пойдут определенные столбики, вот какие. Мы захватываем петельку. Опять же, под эту косичку мы провязываем второй столбик. Еще раз повторюсь, что под каждую косичку мы провязываем во втором ряду по 2 столбика. Раз провязали, захватили петлю, провязали 2. Под следующую косичку провязали 1, провязали 2. Захватывая петельку и только под косичку, потому что узор полупаркет он вяжется еще захватывая и перемычку. Мы же захватываем только косичку. Под каждую косичку 2 раза, чтобы данный круг увеличить у нас на 8 столбиков, так как в кольцо мы провязали 8 столбиков. Раз, 2. И последняя косичка у нас остается. Мы снова провязываем 1, 2. Чтобы себя проверить, считайте вот эти наши полученные косички. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Значит, второй ряд провязан верно. Опять же, по правилу идеального круга, третий ряд снова у нас увеличивается на 8 столбиков, но теперь между прибавками у нас будет один одиночный столбик.
Снимаем маркер, мы вяжем по спирали, не закрывая каждый ряд. Под первую косичку мы провяжем одиночный столбик, то есть один раз захватив петельку. Поставили маркер, вяжем по спирали. Под следующую косичку мы провяжем прибавку. Раз и еще раз сюда. Два. Опять же, провязываем только под косичку. Сзади у нас остается еще вот такая петелька, перемычки. Мы их не захватываем, мы вяжем только под косичку. Далее снова у нас одиночный столбик. Следующий прибавка. То есть в данном ряду тоже ряд увеличивается на 8 столбиков, итого в третьем ряду будет 24 столбика. Здесь у нас одиночный, следующий прибавка. Одиночный, прибавка. Одиночный столбик, под следующую косичку у нас идет прибавка. Одиночный столбик и прибавка. Один и прибавка. Один и под последнюю косичку прибавка. Чтобы себя проверить, обязательно просчитывайте. Должно быть в третьем ряду уже 24 косички, начиная вот отсюда, там, где у нас маркер. Так. Далее, в четвертом ряду расстояние между прибавками 2 одиночных столбика и так далее. В пятом ряду расстояние между прибавками 3 одиночных столбика, в шестом 4 и так далее с каждым рядом. То есть у нас каждый ряд должен будет увеличиваться на 8 столбиков. Итак, но обязательно смотрите, чтобы наши прибавки не попадали на прибавку предыдущего ряда. Да? То есть мы сначала провяжем одиночный столбик, ставим маркер, делаем далее прибавку, раз и два под одну косичку, и снова теперь 2 одиночных столбика, потому что в этом ряду расстояние между прибавками 2 одиночных столбика. А так как мы начинали с одного, то просто в конце ряда мы довяжем еще один одиночный. Так, провязали 2 одиночных столбика. Сюда идет прибавка, то есть под косичку 2 столбика. Тут видно, смотрите, чтобы вы не запутались. Вот под эту косичку у нас была прибавка. Далее у нас один одиночный, второй одиночный. Сюда снова была прибавка. Следующие у нас идут 2 одиночных столбика. Раз и 2. До конца ряда довязываем четвертый самостоятельно. Итак, довязываем четвертый ряд. Как я и говорила, мы начинали с одиночного столбика, потом делали прибавку. Значит, нам в любом случае надо закончить одиночным столбиком. Но так просто будет получаться. То есть вот здесь 2 одиночных провязано. Под эту косичку мы провязываем прибавку и заканчиваем ряд одиночным столбиком. В четвертом ряду у нас должно получиться 30
2 столбика по правилу идеального круга. Следующий ряд снова увеличивается на 8, расстояние между прибавками уже 3 одиночных столбика. Итак, начинаем вязать 5-й ряд. Так, смотрите, изначально буду делать прибавки над одиночными столбиками. Так, провяжем сначала одиночный, ставим маркер. Здесь сделаем прибавку. 1, 2, еще одну сюда. И далее расстояние между прибавками у нас получается 3 одиночных столбика. 1, 2, 3 одиночных, далее прибавка. Смотрите, просто чтобы ваши прибавки, вы сначала, когда начинаете ряд, просто рассчитайте, что через сколько вам сначала сделать прибавку, чтобы далее прибавка не попадала на прибавку предыдущего ряда. Вот видите, здесь она над одиночными, далее они пойдут над одиночными. Все с самого начала можно, ну, как бы увидеть. Итак, далее 3 одиночных столбика. 1, 2, 3. И снова прибавка. 1, 2. Все, то есть таким образом в данном ряду у нас уже будет 40 столбиков и так далее. Каждый новый ряд мы расстояние между прибавками у нас будет увеличиваться. И так как круг у нас будет очень большой, вязать мы будем 21 ряд. Далее, не пропустите этот момент, я покажу и расскажу, что делать, когда ваш круг вдруг начинает заворачиваться. Не пропустите, прокручивайте, хотите вперед, я все рассказываю. А пока круг ваш не закручивается, вы просто каждый ряд увеличиваете на 8 столбиков и делайте с каждым рядом все на 1 столбик больше расстояние между прибавками. Вяжем самостоятельно круг. Смотрите, при вязании вашего донышка может возникнуть вот такой нюанс, да, что края изделия у вас заворачиваются. Так как мы вяжем большое донышко, я сейчас вам покажу 2 варианта. То есть я сейчас пойду и сделаю влажно-тепловую обработку, покажу вам, как преобразуется мое дно, да, и потом покажу второй вариант. То есть у меня сейчас связано 16 рядов. Итак, пройдусь утюжком. Итак, вуаля, только с пылу с жару, смотрите, круг идеальный, да, то есть прошлась паром, и крученая рафия, она преобразилась так, как я захотела. Не всегда это действует, например, если мы вяжем из шнура, не всегда так может работать. Если вы вяжете круг большой диаметр, если вы вяжете ковер, тогда просто можно какой-нибудь ряд, когда вы там уже связали, вот как я связала 16 рядов, и в 17 ряду, да, у меня уже будет между прибавками расстояние, в 17 ряду между прибавками у меня будет расстояние 15 одиночных столбиков и прибавка. То есть у меня каждый ряд увеличивается на 8 столбиков. А этот ряд, 17, мы увеличим на 16 столбиков. То есть мы будем провязывать не 15 столбиков прибавка, а мы будем провязывать первый столбик, 7 столбиков прибавка, 7 столбиков прибавка. Таким образом, ну то есть понимаете, 15 одиночных и прибавка. Мы возьмем 7, прибавка 7, то есть вот эти 15. Ну и плюс дополнительно та прибавка, которая должна быть. То есть мы просто вяжем 1, 2, рафия пока здесь мокрая немножко, 3, 4, 5,
5, 6, 7. И в следующую петельку я делаю прибавку. Раз, два. То есть 2 петли провязываю в одну. Далее снова я вяжу 7 столбиков без прибавок. Раз. Ну, понятно, вы вяжете по такому же принципу. Вы смотрите, чтобы прибавка в этом ряду не попадала на прибавку предыдущего ряда. Вот у меня была прибавка в прошлом ряду, вот здесь в этом ряду. 2 провязала. 3, 4, 5, 6, 7 и делаем прибавку. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и сюда прибавку, еще одну сюда. То есть вот этот 17 ряд мы с вами увеличим не на 8 столбиков, а на 16 столбиков. И таким же образом вы можете регулировать, когда вы вяжете из полиэфирного шнура, когда вы вяжете большое полотно, это ковер, большую салфетку. Я, допустим, пока свяжу один такой ряд. Далее в 18 ряду у меня между прибавками будет 16 одиночных столбиков прибавка и так далее. То есть я буду смотреть, как у меня ведет себя мой большой круг. То же самое, если вы вяжете, например, и у вас ваш круг идет вот так вот, он кучерявый, то есть вы явно видите, что у вас столбиков больше, чем надо, да, вы тогда, например, вяжете, не делая 8 прибавок, а провязываете какой-нибудь один ряд вообще без прибавок, чтобы урегулировать наш размер. И смотрите, так как в 17 ряду мы с вами сделали двойные прибавки, то есть просто мы должны были связать 15 одиночных столбиков плюс прибавка, то есть увеличить 17 ряд на 8 столбиков, но мы увеличили в 17 ряду количество прибавок в 2 раза. У меня есть здесь 21 ряд поэтому, и 184 по логике столбика. 18 ряд мы должны были просто провязать 16 одиночных рядов и прибавка, но за счет двойного увеличения в 17 ряду мы в 18 провязываем не 16 одиночных, а 17 одиночных столбиков плюс прибавка. Надеюсь, и 184 столбика. За счет двойной такой прибавки в 17 ряду. Итак, я связала свое донышко, свой идеальный круг. Двойные прибавки я делала в 17 и в 20 ряду. Что такое двойные прибавки? Прокрутите видео назад, вы поймете. Это когда в одном ряду у меня ряд увеличивался не на 8 столбиков, а на 16. Я сделала 2 раза таких двойных прибавок. Поэтому у меня 21 ряд. Диаметр моего донышка 32 сантиметра. И теперь далее, смотрите, вы можете укрепить донышко, то есть связать еще один такой же круг, приложить изнанку к изнанке, соединить столбиками без накида и дальше следующий ряд перейти на стенки. Стенки мы вяжем точно так же, как мы вязали донышко, только без прибавок. Я не буду уплотнять донышко, так как у меня в моем шопере будет подкладка, поэтому у меня донышко останется вот таким, и я сразу перехожу на стенки. И в описании я напишу количество мотков, сколько понадобится на шопер, но если вы будете укреплять донышко, то заказывайте плюс еще один моток, так как у меня вот что осталось от одного мотка при вязании моего донышка. Итак, сейчас мы с вами вяжем стенки, вяжем точно так же, как мы вязали донышко, только без каких-либо прибавок. Где начинается ряд, вяжем опять же по спирали, где начинается ряд, я буду
отмечать себе маркером. Все, и я вам расскажу, сколько рядов стенок будет у меня. Диаметр круга я вам сказала, это у меня 32 сантиметра. Дно я не уплотняю. Так, вроде бы все рассказала. Сейчас просто вяжем стенки, не делая никаких прибавок, провязывая просто за косичку, захватывая вот эту петельку и под косичку. Под перемычку не вяжем. Все, вяжем стенки до необходимого размера. Итак, для стенок своего шопера я связала 27 рядов. Размеры я уже вам замерю, когда ручки присоединю. Теперь последний ряд нам остается. Мы пройдемся соединительной косичкой просто. Так, все вязали по спирали, так и вяжем. И последний ряд берем под косичку и делаем соединительную петельку. Маркер поставим, где мы начинали это делать. Все, просто соединительной строчкой пройдемся один ряд, чтобы закрепить стенки. Смотрите, какой красивый тогда получается край. И останется нам только пришить ручки. Я расскажу, какие замеры я делаю и в каких местах я их пришиваю. Сейчас пройду соединительной строчкой и покажу, как закрыть этот ряд. Итак, прошлись один ряд соединительной строчкой, да, доходим до нашего маркера. Смотрите, вот здесь начало было, первая петелька. Здесь мы закончили последнюю, то есть вот эту мы пропускаем между ними, да, свой рафию я уже обрезала, хвостик, и делаем просто вот таким вот образом. Вот в эту первую петельку с изнанки заходим и вытягиваем, формируем как бы искусственную петлю. Все петельки выровняли. Хвостик вот этот спрячем. Сейчас я возьму маркер и намечу места, где у меня будут пришиты ручки. Итак, смотрите, всего получается у меня 184 петли. То есть мы полотно делим на половину по 92 столбика. Вот у меня боковинки я отметила оранжевыми маркерами. И от каждой боковинки я считаю 25 петелек, в 25-ю вставляю маркер с одного угла и с другого угла. То же самое с противоположной стороны. Далее я беру свой ремешок, я буду пришивать просто иголкой черными нитками. Да, видите, как он здесь сделан, то есть вот как раз сразу с краю, вот, и от моего маркера просто иголочкой пришью. И вторую шлейку мы заводим тоже вот как раз начиная от маркера, сразу с самого края. С противоположной стороны делаем то же самое. Я вам покажу уже готовый результат и замерю, каких размеров моя сумочка. Итак, мой летний шопер из крученой рафии готов. Вес вместе с кожаным ремешком 450 грамм. За счет того, что сама по себе крученая рафия, она невесомая. То есть, если бы не кожаные ручки, было бы вообще меньше, чем 300 грамм. Итак, что касается размеров. Так, ширина получается 45 сантиметров. Глубина 35 сантиметров. Шопер получился очень вместительным, и я даже скажу, что донышко в принципе не надо укреплять. Этот шопер у вас и так выдержит большой вес. Подкладку тоже, скорее всего, делать не буду, но мне хочется сделать сюда либо кошелечек, который будет крепиться за одну из шлеек, либо просто накладной карманчик на замочке. Я еще подумаю.
И вполне возможно будет еще мастер-класс, как мы сделаем сюда кошелек, либо карманчик. Подкладку делать не буду. Мне он нравится и в таком варианте. Очень вместительный шопер. Можно вложить все, что угодно. Он выдержит большой вес. Смотрите, как ремешок смотрится. То есть здесь с этой стороны длинная шлейка и с обратной стороны противоположная. Вот одна здесь, вторая здесь. Так, ушло ровно 3 мотка крученой рафии, поэтому если делать кошелечек, то надо будет брать еще один моточек. Итак, если был полезен мой видеоурок, мастер-класс по вязанию вот такого вот летнего модного шопера, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!